Друзья, всем привет! Это видео о том, какие же новости в медицинской сфере Канады произошли в ноябре. Ну и про наши новости тоже немножечко расскажу. Хорошие новости есть и у нас, и для тех, кто поступает в резидентуру в Канаду в этом году, а именно в Онтарио. Так что смотрите, буду все рассказывать. Ну и, конечно, начать хочется, естественно, с животрепещущей темы про резидентуру и про Онтарио. Не утихает волна негодования по поводу октябрьского нововведения от провинции Онтарио для тех, кто поступает в резидентуру в 25-26 годах. Если кто не знает, провинция Онтарио ввела новое правило для IMG, то есть International Medical Graduates. Они могут подать заявление в университеты Онтарио в резидентуру только если они закончили старшую школу в провинции Онтарио. Я более подробно об этом рассказала в новостях октября, потому что тогда это только-только нововведение сделали. Так вот, 18 ноября появилась новость от ITPC, International Trained Physicians Canada. И у Филиппа Сантоса тоже была новость такая в его инстаграме о том, что было подано обращение в суд на то, что ввели такое правило, потому что это правило нарушает конституционные права International Medical Graduates. А 28 ноября, то есть это буквально вот в эту пятницу было, AFMC, это Ассоциация медицинских факультетов Канады, выпустили новость о том, что Верховный суд Онтарио временно приостановил действие этого нового правила и временно возобновил возможность подачи заявлений IMG, которые не закончили школу в Онтарио, в резидентуру в 25-26 годах в провинцию Онтарио. Суд еще не вынес окончательное решение, они приостановили свою работу пока что до понедельника, 1 декабря. Я, честно говоря, пока не знаю, чем это все завершится, потому что я это видео записываю в субботу, а в понедельник оно уже будет смонтировано и выложено, поэтому, надеюсь на хорошие новости, честно говоря. А пока что людям, которые хотели поступить в резидентуру в 25-26 годах, им дали возможность подать документы, то есть им выделили дополнительную неделю до 4 декабря 5 часов вечера по восточному времени. То есть, если люди еще не подали документы в Кармс, можно подавать в Онтарио. Я, если честно, до сих пор в шоке, что вообще есть такой орган, который может отменить решения, которые идут от верхушки правительства провинции Онтарио. Да, они как бы говорят, что это все не точно, и суд может все-таки не вынести свое окончательное решение в пользу International Medical Graduates в ситуации, если правило по поводу старшей школы в Онтарио все-таки останется в силе. Кармс уже выпустили заявление, что просто все эти заявления аннулируются и можно будет спокойно подаваться во вторую волну, минуя первую, без дополнительной платы. Но как бы сам факт, это настолько огромный шаг, это такой большой прогресс, который произошел вот буквально за 2 месяца. В начале октября они ввели это правило, а вот сейчас конец ноября, и уже идут такие большие движения в сторону отмены этого правила и в сторону пользы для International Medical Graduate. Я, честно говоря, все еще не могу до конца в это поверить, но это же очень-очень круто. Так что всем, кто сейчас собирает документы в ускоренном режиме на X100 скорости, я вам желаю сил, терпения и собрать все документы и податься вовремя, то есть до 4 декабря. А всем вообще, кто поступает в этом году, очень желаю удачи и желаю, чтобы все поступили туда, куда хотят. Немножечко еще сейчас расскажу про другие новости в медицине в Канаде. Значит, провинция Квебек тоже решила не отставать в гениальности своих решений от провинции Онтарио, которая ввела вот это правило про старшую школу, и они ввели Bill 2. Федерация врачей общей практики Квебека подает в суд для того, чтобы отменили этот Bill 2. Что же такое Bill 2? Это законопроект, который вводит новый трудовой договор для врачей Квебека. Значит, по подсчетам, в Квебеке не хватает где-то 1200 семейных врачей для того, чтобы все население было обеспечено хотя бы одним семейным врачом. Так вот, правительство Квебека решило, что самое лучшее решение из всей сложившейся ситуации – это просто распределить всех пациентов на существующих врачей, а не нанимать новых врачей. А вы можете себе представить, сколько это пациентов, если 1200 докторов не хватает. Ну и плюсом ко всему этому они решили еще ввести 10% удержания зарплаты, которые будут привязаны к показателям эффективности. Если эти показатели эффективности не будут выполнены, врачей будут штрафовать, забирая вот эту часть зарплаты у них. Там есть такие пункты, как, например, прием 75% пациентов в отделении неотложной медицинской помощи за первые 90 минут. То есть, по сути, они пытаются переложить всю ответственность за неприем пациентов на врачей, которые
пациентов принимать просто физически не успевают, потому что огромный поток идет. И вот 21 ноября появилась новость о том, что будет судебное разбирательство, которое вот скоро уже планируется, и президент вот этой ассоциации врачей общей практики, он сказал, что к декабрю, где-то к Рождеству, они планируют получить уже хоть какое-то решение по этому вопросу. А в середине ноября появилась информация, что больше 260 докторов подали заявление на то, чтобы получить лицензию в провинции Онтарио. То есть люди просто не хотят работать в таких условиях и хотят получить лицензию в соседних провинциях. В Нью-Брансвик, кстати, тоже люди подаются, потому что это соседняя провинция с Квебеком просто с другой стороны. И в Онтарио, по крайней мере, уже около 30 или больше даже заявок одобрено. И ожидается еще большее количество одобрений. Получается такая мини-иммиграция докторов, но здесь 100% понимания, потому что в таких условиях это очень плохо работает. Надеюсь, что после суда все разрешится в пользу докторов все-таки и будет все хорошо. В целом, на самом деле, тут, то там как бы мелькают новости о том, что где-то закрываются клиники. Вот, например, я сейчас новость показываю. Это в провинции Квебек. В Британской Колумбии, например, в городе Порт-Альберте закрывается ICU, это Intensive Care Unit, в одной из больниц West Coast General Hospital. Закрывается, конечно же, из-за нехватки врачей и медсестер, из-за того, что очень большая нагрузка. Пока что говорят, что закрытие ICU временное, пока они не наберут достаточное количество медработников. И на время того, как закрыто это отделение, всем, кому требуется госпитализация в отделение реанимации, они будут переезжать в соседнюю больницу, где тоже уже доктора и медработники, и медсестры, они все жалуются на то, что очень большая нагрузка. Ну и как бы никто не счастлив из-за того, что одно отделение закрывают, едут люди в другое. Тоже неразбериха, непонятно, все не очень хорошо. Несмотря на все вот эти вот новости, что отделения в больницах закрываются, что клиники закрываются, в экспресс-центре прошла новая выборка медработников. 14 ноября пригласили 3500 человек, а нижняя граница баллов была 462. Что-то хорошее все равно происходит. Все равно Канада понимает, что медработники нужны. И хорошо, что Канада зовет этих медработников. Ну и в конце хочется поделиться новостями, которые с нами произошли. Мы 20 сентября 2025 года сдавали экзамен на ОСКе. И 13 ноября нам пришли результаты. Я очень рада, что мы оба сдали этот экзамен, и Андрей, и я. Проходной балл там получился 577, а мы оба набрали больше 600 баллов, что нас очень радует. Так что ждите в скором времени видео про НАК ОСКи тоже. Запишу, как мы готовились. Вот, кстати, спойлер. Нам пришлось подготовиться к этому экзамену за 2,5 месяца. Мы немножечко не рассчитали наше время, и получилось, что за 2,5 месяца. Но зато очень хороший результат у нас получились. Поэтому я все расскажу про нашу подготовку и про день экзамена. В целом получается, что как будто хорошие новости в ноябре у нас. Потому что в начале ноября я, честно говоря, сидела и думала, да какие новости записывать. А оно вот как получается. Так что пишите в комментарии, какие у вас впечатления от этих всех новостей. И спасибо за просмотр.